Привет всем, это канал MBS Electronics. Сегодня обзор нового девайса от FNIRSI, китайского производителя довольно качественной электроники. Это маленький умный блок питания для нашей электронной лаборатории. Наверняка многие помнят вот эту первую модель блока питания от FNIRSI. Хороший блок питания на самом деле. И вот у нас новая модель с более современным дизайном, с поворотным дисплеем даже. Предполагаю, что это единственный блок питания с поворотным дисплеем. Вот такой маленький, по габаритам меньше смартфона, ну а по толщине как два смартфона, наверное. Блок питания, так же как и предыдущая модель, собственно, не является сетевым источником. Он требует внешнего питания. Благо, что запитать его мы можем практически от чего угодно. От быстрого телефонного зарядника с функцией Power Delivery. В этом случае блок питания будет брать от него максимальное напряжение. Либо от любого китайского импульсника дешевого, который обеспечивает нужный вам ток. Максимальное выходное напряжение и выходной ток этого блока будет зависеть от параметров внешнего блока питания. Ну а так подключайте хоть к пауэрбанку с функцией быстрой зарядки. Также у нас здесь вот такие новые клеммы 2 в 1. Предыдущую модель критиковали за то, что там только гнезда и нет зажимов под любой обычный провод. Здесь у нас новые клеммы, которые могут работать и как зажимы, и как гнезда. Входное напряжение у нас может быть от 5 до 32 вольт, выходной ток до 5 ампер, соответственно максимальная мощность 150 ватт, меньше чем у предыдущей модели, видимо из-за того, что у нас стали меньше габариты, более компактный дизайн. КПД преобразователя 96%, весит девайс 178 грамм. Ну и набор различных защит от разных ситуаций, от перенапряжения, от переполюсовки, от короткого замыкания, от перегрева и так далее. Блок можно подключить к компьютеру через USB-порт и с помощью вот такого приложения управлять им. Можно организовать сбор данных и эти данные сохранять в таблицу Excel. Заказать прибор можно в разной комплектации. С сетевым адаптером или без него. У меня пришло по минималке. В коробочке у нас оказалась инструкция красивая вот такая на китайском и английском. Само собой сам блок питания и еще 3 провода. USB кабель для подключения к компьютеру, а также 2 вот таких провода с крокодилами для подключения нагрузки. Кабели входят довольно плотно, нужно приложить усилия. На самом деле это хорошо. Контакт должен быть у нас хороший. Проверять устройство будем вот с таким внешним блоком питания. Это универсальный адаптер для ноутбуков. Мощностью около 100 Вт, и у него можно выбрать вот такой ряд напряжений. От 12 до 24 вольт при токе до 4,5 ампер. Здесь есть индикация выходного напряжения и сбоку движковый переключатель. Скорее всего, вы встречали такие универсальные адаптеры на AliExpress или в магазине радиодеталей. Довольно полезная штука в нашей практике. Ссылку на такой блок на всякий случай оставлю в описании. Блок питания включается сразу, как только вы подсоединяете внешний адаптер. Дисплей показывает входное напряжение, в данном случае 21 вольт. Давайте включим 24, это все, что может дать этот внешний адаптер. После подачи питания выходное напряжение отключено по умолчанию. Вот здесь показано стоп. Кнопка включения выхода находится сбоку на стенке, вот здесь, вот она. Нажимаем на кнопку и на выходе появляется то напряжение, которое мы установили. Этой кнопкой переключаем режим установки напряжения либо тока. Кнопками со стрелками влево-вправо можно менять точность установки, то есть меняем либо единицы, либо десятки, либо десятые или сотые доли. То есть задаем точность регулировки и потом колесом энкодера устанавливаем то напряжение, которое нам нужно.
Нажимаем на кнопку «Старт», и на выходе появляется наше предустановленное напряжение. Можно менять в реальном времени, то есть при включенном выходе можно тоже все это регулировать колесом. Переключаемся на регулировку тока. Нужно понимать, что на блоках питания мы устанавливаем именно ограничения по току. Пока нагрузка потребляет ток меньше установленного, регулировка никак не влияет на выход. Если потребляемый ток становится равным, либо стремится быть больше, чем установленный, то устройство входит в режим стабилизации тока и начинает пропорционально уменьшать выходное напряжение, чтобы поддержать стабильным ток. Собственно, так работают все лабораторные блоки питания. Это я рассказываю уже для совсем начинающих. Подключил мультиметр. Давайте посмотрим пока что без нагрузки, что покажет мультиметр. Мультиметр показывает на пару сотых вольта напряжение выше, чем установлено на блоке питания. Сейчас посмотрим, что происходит под нагрузкой. Давайте подключим вот такую автомобильную лампу на 12 вольт 20 ватт. Постепенно добавляем напряжение. Видим, что растет ток через лампу, но лампа у нас пока что не светится. Вот уже видим накал лампы потихоньку. Прибор показывает ток через лампу и напряжение на выходе 3,4 вольта. А мультиметр показывает 3,359. Давайте подадим на лампу 12 вольт, ее номинальное напряжение, при этом мощность должна быть в районе 20 ватт. Ну вот, собственно, так и есть. У нас ток через лампу 1,7 ампера и мощность 20 ватт. Есть у меня вот такой классный паяльник, обзор на него тоже лежит на канале. Попробуем подключить паяльник через этот блок. На проводе от паяльника у меня есть вот такие крокодилы. Давайте подключим к блоку питания. Здесь нагрузка будет посерьезнее, чем автомобильная лампочка. Мощность этого паяльника около 70 ватт. Но, конечно, нужно иметь в виду, что такую мощность паяльник потребляет только кратковременно во время разогрева. И только при максимальном напряжении питания, которое составляет у него 24 вольта. Успел заметить на экране блока питания, что максимальная мощность была чуть больше 60 ватт. Паяльник вошел в режим поддержания температуры. В этом режиме у него потребляемая мощность в районе 6 ватт, пока мы не начали что-то паять. Когда я плавлю припой, потребляемая мощность немного возрастает. В настройки входим по нажатию клавиши вот этой домик, то есть Home. Мы попадаем в меню. Защита по напряжению, защита по току, максимальный ток, максимальная мощность, температурная защита. Минимальное напряжение 5 вольт. То есть минимальное напряжение входное от внешнего источника питания. Следующее меню система. Здесь мы можем выбрать язык. В этой прошивке два языка. Это китайский и английский. Естественно, стоит английский. Китайского я не знаю. Здесь можно выбрать тему. Как у нас будет все отображаться на главном экране. Regular – это обычная тема стандартная, которая по умолчанию у нас. Можно выбрать вторую тему. Вот так выглядит вторая тема. Вся та же информация показывается на экране, но расположение этой информации немного по-другому. Мне нравится обычная стандартная тема. Поэтому возвращаю стандартную тему. Вот. Яркость дисплея. Громкость динамика. Дальше у нас идет режим волновой формы. На эту кнопку нажимаем и удерживаем. Так же, как и на главном экране, мы можем изменять напряжение и ток. По сути, такой простой осциллограф или дата лоджер, который позволяет посмотреть график изменения напряжения и тока. Также у нас есть 6 ячеек памяти, то есть 6 предустановок, куда вы можете запомнить самые часто используемые ваши напряжения и токи. Это экран как раз настройки вот этих предустановок.
Из главного экрана нажимаете на кнопку M, что, видимо, означает Memory, то есть ячейки памяти. Настраиваете для каждой ячейки напряжение и ток, снова нажимаете на M, и прибор сохраняет эти установки. Мы можем управлять блоком питания через специальное приложение под Windows. Для этого подключаем блок питания прилагаемым USB кабелем к нашему ноутбуку или десктопу, у кого что есть. Чтобы ваш компьютер увидел блок питания, нужно, чтобы у вас в системе стоял драйвер микросхемы CH340. Это китайский чип, который создает на компьютере виртуальный COM-порт. Если вы когда-нибудь подключали китайский клон Arduino к компьютеру, то, скорее всего, у вас такой драйвер уже стоит. Если нет, погуглите, ну или ссылку я оставлю в описании. Запускаем приложение. Кстати, ссылочку на него я тоже постараюсь оставить в описании. Запустится оно у вас на китайском языке. Вот здесь находится кнопка, под которой можно выбрать язык, выбрать английский. Это наши группы, предустановки, напряжение. То есть все то же самое, что мы делали вот здесь на дисплее. Интерфейс повторяет все органы управления, которые у нас, собственно, здесь есть, что мы можем настроить непосредственно на устройстве. Когда мы подключаем к компьютеру, кнопки у нас заблокированы. Видите? Замочек стоит, и разблокировать, нажав на кнопку, устройство мы не можем. То есть все управление у нас будет через компьютер. Если нажать Disconnect, вот я сейчас нажал Disconnect на компьютере, и теперь мы можем управлять. Замочек здесь пропал. Кстати, вручную этот замочек можно включить, если нажать на кнопку старт и ее удерживать. Нажимаю, удерживаю секунду, появляется замочек. Все, теперь мы ничего не можем сделать с клавиатурой, видите? Это режим офлайн. Сейчас компьютер я отключил от устройства. Включаем, нажимаем на кнопку онлайн. Все, появилось сообщение, что мы успешно соединились с устройством. Это подобие осциллографа, точнее сказать, это дата лоджер такой. Можно записывать в файл то, что происходит у нас с блоком питания. То всю историю изменения напряжения и тока можно записывать в файл потом. Для чего-то, может быть, это вам будет нужно. Напряжение у нас 4,28 вольта сейчас. И видим, что засветилась лампочка. Сделаем 12 вольт. У нас лампа 12-вольтовая. На выходе сделаем 12 вольт. Но яркость лампы не изменилась, потому что у нас стоит ограничение тока. Давайте сделаем ограничение тока, скажем, 2,5 ампера, 2,5 ампера, чтобы он вообще не ограничивал ток. И видим, вот лампа у нас светится в полный накал. Входное напряжение с блока питания сейчас у меня 18 вольт стоит. Защита от перенапряжения у нас стоит в данном случае 30 вольт. Это максимум, поэтому мы никак не сможем получить на выходе 30 вольт ровно. На самом деле, сможем получить там 29 с копейками. Это у нас простой вид, есть еще Advanced, да, вид, вот такой расширенный вид. Что здесь можно сделать? Мы можем задать напряжение ток и запустить на автоматическое выполнение. У нас программа будет автоматически, без нашего участия, переключать напряжение и ток, как мы это зададим. Может быть, для тестирования чего-то эта функция тоже будет полезна. Все, я нажимаю старт и смотрим, что происходит с лампочкой. Раз. Вот. Видите? Я ничего не трогаю ни в программе, ни на устройстве. И лампочка у нас вот так вот автоматически загорается. Пошел второй цикл. Вот такое устройство, довольно любопытное. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу этого блока питания. Ссылка на прибор будет в описании. Также я оставлю ссылки на все остальные устройства, которые участвовали в этом обзоре. Напомню, друзья, что у нас есть телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании. В ближайшее время я думаю сделать длинный стрим по программе DeepTrace и проектированию печатных плат в этой системе. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока.